Сегодня я расскажу вам о правителе Огузского племени Каи Эртугруле, о великом человеке, чьи идеи и подвиги положили начало для зарождения Османской империи. Биография Эртугрула легендарна. Он не упоминается ни в одном современном ему источнике. Самый ранний дошедший до нас – это хроника дома Османов, начатая в 1476 году, через 2 века после смерти Эртугрула. Долгое время отцом Эртугрула считался Сулейман-Шах, но все расставили по своим местам 2 найденные монеты. Сейчас эти монеты являются частью исторической коллекции музея дворца Топкапы. На них отчеканены имена Осман-бей, Эртугрул-бей и Гюндюз-Альп. Это говорит о том, что отцом Эртугрула был не Сулейман-Шах, а воин Альп Гюндюз. Древние тюрки нарекали Альпами самых отважных воинов, воевавших за веру. Позже приставку к имени Альп заменили на приставку Гази. В 1230 году монголы захватили практически всю Малую Азию, сжигая все на своем пути. Племя Каи, возглавляемое Эртугрулом, которое на то время состояло из 500 шатров, было вынуждено перемещаться с места на место, спасаясь от набегов монголов. В одном из таких скитаний Эртугрул с отрядом воинов услышал звук оружия и поспешил на поле битвы. Они увидели бой между 2 отрядами, и один из них уже практически терпел поражение. Эртугрул с воинами немедленно приняли решение помочь проигравшим и вступили в бой на их стороне, тем самым изменив соотношение сил и обеспечив им победу. Это были войска султана сельджуков Алаэддина Кейкубада, сражавшиеся с вражеским отрядом. Благодарный за это султан Алаэддин выделил Эртугрулу в личное владение земельный удж. Точно неизвестно, каков по размеру был этот надел. Известно только то, что эти земли включали в себя окрестности города Сюгют и пастбища в горах Доманич. Они стали основой Белика, который сейчас называется Османо-Гулары. Удж Эртугрула граничил с византийскими землями, что давало возможность совершать набеги на земли христиан. Эта возможность привлекала в отряды Эртугрула искателей добычи. Когда во второй половине XIII века правители других тюркских беликов, стремясь увеличить свои земли, воевали между собой, то воины Эртугрула на их фоне выглядели борцами за веру. Кроме того, население окраин Византийской империи было недовольно налоговой политикой Константинополя, что облегчало захват этих земель. У Эртугрула было 3 сына – Гюндуз, Савджи и Осман. Последнему будет уготована судьба стать первым османским правителем. Истории известна только одна жена Эртугрула Халиме, которая принадлежала к сельджукской династии. Она точно была матерью Османа, была ли она матерью остальных детей, неизвестно. В хронике дома Османа указано, что Эртугрул умер в 1281 году, прожив 90 лет. Причем младший сын Осман появился на свет, когда Эртугрула было 70 лет. Учитывая образ жизни кочевых племен и полное отсутствие медицинской помощи, в эту историю верится с трудом. Но нам пока остается только верить и ждать, пока не появился новый архивный источник, который опровергнет или подтвердит данный исторический факт. Несмотря на то, что сын Эртугрула Осман является первым правителем Османской империи, Эртугрул по праву считается отцом этой империи. Благодаря своей храбрости, терпению и упорству он начал великие завоевания, которые впоследствии сформировали османское государство. За время своего правления ему удалось завоевать всю западную часть Малой Азии, а его поколения правили империей на протяжении 6 веков. Эртугрул был похоронен в Сюгюте. Возле его гробницы находится могила его жены Халиме, ближайших родственников и преданных воинов.
Музей, который окружает могилу Эртугрула, был построен османом, но впоследствии несколько раз перестраивался. Могила Эртугрула стала духовным местом для паломничества, и мусульмане со всего мира приезжают к ней помолиться и отдать дань памяти и уважения этому великому человеку.